Футбольная форма и атрибутика для болельщика – это нечто большее, чем просто одежда. Ее покупка – способ почувствовать себя с командой единым целым. Но порой не так легко разобраться, какую форму купить и где. Почему так много вариаций и абсолютно разные ценники? Как не нарваться на подделку? Об этом и не только я расскажу в этом видео. Разбираться в теме будете на 100%. Обещаю. Но перед началом напомню, что партнером нашего проекта является компания Marathon.bet, чьи логотип вы можете видеть на формах лучших клубов мира, вроде английского Манчестер Сити и итальянского Лацио. Ссылка на нее в описании, а теперь обо всех секретах футбольной атрибутики. Начинаем! Вы наверняка слышали о сотрудничестве Барса и Nike, Реала с Садиком, Боруссии и Пумы. Большие бренды производят форму для больших клубов. На рынке активно проявляют себя еще New Balance, Homa, Kappa, Macron, Umbro и несколько других компаний. Все они экипируют футбольные клубы и производят форму, в том числе для продажи болельщикам. Но символикой команды могут продаваться товары не только спонсорского бренда. Спонсор отвечает, как правило, за производство именно футбольной формы, за направление всей тренировочной одежды и части повседневного стиля. Все остальные категории товаров могут изготавливаться либо клубами самостоятельно, что редко, либо другими брендами, которым выдаются лицензии и разрешения на использование логотипов. Например, если кто не знал, одна российская компания владеет лицензией на производство одежды и сувениров таких клубов, как Юве, Барса, МЮ, Челси и некоторых команд РПЛ. Называется она Athletic Club, а Зенит выпустил серию классической одежды совместно с мануфактурой из Екатеринбурга. Чаще всего болельщики покупают, конечно же, футбольную форму, поэтому вам стоит знать, какие бывают ее виды. Взрослые модели делятся на 3 категории. Аутентичная, один в один, как у футболистов, и с соблюдением всех технологий. В названии моделей этой категории всегда есть такие обозначения, как аутентик, матч или название технологий. Vapor, Adizero, Evanit. Стоят такие майки около 10 тысяч рублей, и покупают их чаще всего коллекционеры. Далее Stadium Replic, самая распространенная версия. Ее цена в районе 5-6 тысяч. Эта форма выглядит так же, как и аутентичная, но сделана из чуть более плотного материала. Здесь больше важна долговечность, чем легкость, и погоня за снижением веса в повседневных футболках, в отличие от аутентичных, вовсе не обязательно. Из названия как раз понятно, что такую форму надевают при походе на стадион, хотя на самом деле она вполне подходит и для занятий спортом. В ее изготовлении применяются чуть более упрощенные технологии. У Nike, например, это Dry Fit, у Puma Dry Cell, у Adica Clima Light. В названии стадионной реплики либо есть слово Stadium, либо нет вообще никаких дополнительных пометок. Ну и третий вариант – реплика. Это майки официального производства, просто максимально упрощенные. Выпускаются редко и в ограниченном количестве. Далеко не всем клубам производители отшивают такой вариант формы. Цена в районе 3500 рублей. Эта форма имеет довольно заметные внешние отличия, вроде формы воротника или кроя. Есть еще один неофициальный вид формы, а проще говоря паленка, которую продавцы часто и называют репликой. Это на самом деле копия либо аутентичной, либо стадионной реплики. И такие майки не имеют отношения ни к бренду-производителю, ни к клубу. Продаются они по среднему ценнику 2000 рублей на сомнительных сайтах или через группы ВК. Чуть позже расскажу более подробно о подделках. Смотрите до конца. Вообще оригинальная футбольная форма продается всегда только так. Отдельно майка, отдельно трусы и отдельно гетры. Комплектами выпускаются лишь формы для дошкольников. В этом есть смысл. Например, в Европе футбольные джерси носят в повседневном луке. Мы же пока к этому только идем. Выглядит реально круто. Убедитесь сами. Кстати говоря, многие не знают, что форма для команд и для фаншопов на заводе производится без игровых номеров и фамилий, а также без многих спонсорских лейблов и патчей. Перед игрой или продажей сотрудники наносят принты с помощью термопереноса, поэтому не совсем правильно искать готовую футболку Азара. Ищите футболку Челси и на нее наносите нужный номер и фамилию. Все большие магазины это делают. Футбольная форма довольно технологичный продукт. При ее производстве давно отказались от хлопка, который больше подходит для повседневной носки. Сейчас форма изготавливается из полиэстера, который отлично решает задачи, актуальные для спортсмена. Отводит влагу и совершенно ее не впитывает. Форма остается легкой при любой погоде и интенсивности работы организма спортсмена. Компании работают над новыми технологиями, постоянно уменьшая вес формы и повышая ее прочность.
Главная фишка последнего времени – форма из переработанных пластиковых бутылок, которые вылавливаются из мирового океана. Это хорошо во всех смыслах. Борьба за экологию, технический прогресс и обалденный пиар для бренда. Например, на прошедшем чемпионате мира в России 22 команды из 32 играли в форме из переработанного пластика. А в этом сезоне некоторые третьи предматчевые формы от Adidas сделаны по этой технологии. На одну майку тратится около 28 пластиковых бутылок, которые путем сложной обработки превращаются в нити. Как тебе такое, Илон Маск? И это далеко не сарказм. Ведущие спортивные бренды уже давно производят свою продукцию на предприятиях азиатских стран. Это и Китай, и Вьетнам, и Таиланд, и Камбоджа. Поэтому стереотип о том, что в Китае гонят только подделки, умирает. Там вполне себе официальные фабрики почти всех ведущих спортивных брендов. В последнее время география производства спортивной формы расширяется. Например, Puma шьет майки для российского рынка в Грузии. Знали об этом? Форма футбольных клубов обновляется ежегодно и выпускается для полевых игроков в 2-3 вариантов – домашний, гостевой и третий. В некоторых случаях комплектов может быть даже больше, как, например, у Фиорентины в этом сезоне 4 варианта выездной формы. И не забываем про вратарей. Не всегда в их форме ежегодные изменения заметны, тем не менее они обязательны. Таким образом, бренды стимулируют вас чаще покупать футболки любимого клуба. В основном это изменения ради изменений. Раньше команды могли по нескольку лет играть в одном комплекте. Также в последнее время все чаще выходят коллаборации или памятные лимитированные комплекты. Рынок футбольной формы как рынок высокой моды. Самым крутым командам дизайн формы продумывается индивидуально и, как правило, с учетом существующих традиций. С клубами попроще бренды порой работают наплевательски. Некоторым командам могут сделать вообще одинаковый дизайн, налепив только разные логотипы. Таким образом, производители продвигают шаблонные формы для любителей. Командам из условно ЛФЛ нужна форма, и как раз для них существуют такие каталоги, которые рекламируются с помощью клубов средней руки. Например, в РПЛ и ФНЛ шаблонные формы встречаются регулярно, зато для клубов они обходятся заметно дешевле. Если вы хотите купить оригинальную футбольную форму, то у вас есть 3 варианта. Первое – отправиться в клубный магаз, тут все понятно. Второй – пойти в торговую точку технического спонсора. Оффлайн и онлайн магазины Adidas, Nike, Puma. Там тоже только Ориго. Ну и третий вариант – сделать покупку в магазинах-ритейлерах. В них продается множество разной футбольной формы и экипировки. Важно лишь понять, где торгуют оригиналом, а где подделкой. Кстати, вы всегда можете быть уверены в подлинности футбольной формы и атрибутики в магазине FunCard. Это наши друзья. По промокоду MatchLab доставка будет бесплатной. Что такое поддельная футбольная форма? Это форма, которая сделана без участия и разрешения клуба и технического партнера. При этом чаще всего логотипы спонсора и клуба на ней есть. Почему подделка это плохо? Есть несколько причин. Во-первых, качество товара. Бренды соблюдают при производстве все стандарты, разрабатывают и применяют новые технологии, а футбольная форма – это высокотехнологичный продукт. Левые же производители просто копируют внешний вид. Во-вторых, покупая оригинальную форму, вы автоматически помогаете финансово любимой команде. Вы становитесь ее частью. А платя за подделку, вы отдаете ваши деньги подпольным умельцам, которые просто паразитируют на чужой собственности, имидже бренда и клуба. Ну и в-третьих, подделка бросает тень на оригинального производителя. Вы, не зная этого, купили поддельную левую майку Man City с логотипом Nike. Увидели торчащие нитки, кривые нашивки, неровные швы. И решили, что Nike это полный отстой. Ну или же с первого взгляда все было хорошо, но уже через месяц майка износилась, и вы больше никому не советуете Nike, а производитель даже ни при чем. Как же определить, где подделка, а где нет? Сейчас расскажу. Первый признак – цена. Если в разгар сезона вы видите, что вся форма продается с большой скидкой, это 100% фейк. На 2019 год цена одной оригинальной майки 5-7 тысяч. За 2-3 тысячи оригинальная форма не продается. Чаще всего дешевизну эти продавцы обосновывают низкими затратами на содержание магазина, прямыми поставками от производителей и отказом от рекламных расходов. Все это чушь. Вдумайтесь, разве может футболка Adidas стоить в какой-то группе ВКонтакте или на сомнительном сайте дешевле, чем у самого Adidas?
Звучит бредово. Учитывая, что у производителей свои розничные сети, они бы никогда не отдали конкурентам преимущество в цене. Второй признак – форма для подростков до роста 170. Во всех магазинах паленки она идет комплектами вместе с шортами. Запомните, оригинальная форма продается только по отдельности. Сомневаетесь в магазине? Спросите о комплектации подростковой формы. Третий признак – общение с продавцом. Только продавцы фейка на вопрос, оригинал ли у вас или нет, отвечают: у нас реплика. Запомните, реплика — это и есть оригинал, а они этим словом обозначают китайскую копию. На вопрос, оригинал ли у вас, может звучать только два ответа – да или нет. Есть особо наглые ребята, которые могут сказать, что у них оригинал, но вы всегда можете проверить магазин по предыдущим двум пунктам. Кстати говоря, Nike в этом сезоне выпустил пару моделей формы с чипами NFC, по которым можно определить ее оригинальность. Вопрос, конечно, в том, научатся ли подделывать и их. Как вы думаете? Есть еще и внешние отличия, и я обязательно сниму для вас наглядный разбор по этой теме. Разберем все на живых примерах, но только если вы подпишетесь на канал. Надеюсь, вам понравилось. Это третий ролик из серии изучения рынка футбольной экипировки. Если не видели, не забудьте посмотреть видосы о рынке бутс и мячей. Впереди вас ждет разбор рынка вратарских перчаток, так что жду подписку и колокольчик. И тогда точно ничего не пропустите. Ну и напомню, что мы разыгрываем официальную майку сборной России с автографом Артема Дзюбы. Условия предельно простые. Подписаться на мой и на Сани Журавлева инстаграм и отметить 2 друзей. Ссылка в описании. Итоги уже 4 марта. Я Юр Русанов. Пока.